Грузы массами М1 равно 3 кг и М2 равно 4 кг связаны нерастяжимой невесомой нитью и лежат на горизонтальном столе. Коэффициент трения между каждым грузом и столом равен 0,4. Направленная горизонтальная сила по модулю равна 35 ньютонов. И приложено первое к грузу М1, второй грузу М2. Найдите ускорение тел и силу натяжения нити в каждом случае. Масса М1 равно 3 кг, М2 равно 4 кг, лежат на горизонтальном столе и коэффициент трения между ними М равно 0,4. Приложена сила сначала к первому грузу, а потом ко второму 35 ньютонов. Нужно найти ускорение в этой системе тел и натяжение нити в первом и втором случае между грузами. Это будет М1, это будет М2. И, естественно, сила тяжения нити Т1. Сила, которая действует на эти грузы F, в эту сторону направлена. Это первый случай. Второй случай – это М1, это М2 и сила, которая направлена в эту сторону. Известно коэффициент трения. Для каждого одинаковый. Давайте попробуем найти сначала ускорение, с которым будут двигаться эти тела. Здесь будет сила трения F трения 2. Сюда действует сила трения F трения 1. Сюда действует сила, которая сообщает ускорение этим двум телам. Так что можно написать о том, что этой силе противодействует эта сила трения. Так можно написать, что F отнять вот эту сумму этих сил трения, F трения 1 плюс F трения 2, равна чему? Равна массе всей, что множится на M1 плюс M2, что множится на ускорение. Чему равна F трения 1? Равно. Здесь будет μ, что множится, естественно, на вес тела. А вес это запишем P1 равно M1G, P2 равно M2G. Сразу подставляем сюда значение, будет m1g. F трения 2 будет равно μ, что множится на m2g. Теперь можно вместо этих трений подставить их значения и определить А. Давайте с этого будем определить А равно F минус F трения 1, что складывается с F трения 2, делить на m1 плюс m2. Равно подставим сюда значение F минус μ m1g плюс μ m2g, делить на m1 плюс m2. Равно. Выносим μg за скобки, так будет удобнее, μg, а в скобках будет m1 плюс m2 и делить на m1 плюс m2. Можно сделать такую операцию, сначала разделить f на это, а тут, чтобы у нас осталось только одно ускорение с коэффициентом. Если мы делаем такую операцию f, что делится на m1 плюс m2, и минус μg m1 плюс m2, что делится на m1 плюс m2. Это сократится, останется вот такое выражение f, что делится на m1 плюс m2 минус μg. Хочу в этом варианте заметить о том, что решение нахождения ускорения в этом случае будет абсолютно одинаковым нахождению в этом случае. Реально силы трения будут такие же, его решение будет и для случая второго. Для второго случая, если мы найдем ускорение для первого случая, оно будет такое же точно, как и для второго случая. И такая получаем, что мы получаем? 35 ньютонов делить на что? На 7 килограмм минус 0,4, что множится на 9,8 метров за секунду в квадрате. Мы должны получить А, естественно, в этих размерах. Так получаем. Ньютоны развернем. 35 килограмм на метр. Секунду в квадрате сразу опускаем знаменатель, то множится на 7 килограмм. Килограммы сократились, метры за секунду в квадрате. Минус 0,4 на 9,8 метров за секунду в квадрате. Получаем чисто метры за секунду в квадрате. Остались только посчитать. Здесь 5 минус 3,92. Получили где-то 1,08 метра за секунду в квадрате. Ускорение мы получили А равно 1,08 метра за секунду в квадрате. Еще раз хочу подчеркнуть о том, что если мы будем решать ускорение для второго случая, для ускорения будет такое же решение. Разница в том, что просто М2 будет находиться ближе к силе. И теперь, имея это ускорение, можем определить, чему равна сила натяжения в первом случае. Т1. Ускорение, с которым идет система, известно. Против Т1 действует сила трения 2. Минус F трения 2 равно М2 умножить на А. А известно, М2 тоже известно. Т1 будет равно М2А плюс сила трения второго тела. Равно М2А плюс, что такое F трения? У нас уже записано μ М2 умножить на G. μ на М2, что множится на G. Что можно сделать? М2 вынести за скобки, получим М2, что множится на А, прибавить μg равно. А у нас известно, мы посчитали, μ умножить на g. Это у нас 0,4 умножить на 9,8. И так получаем, здесь М2 у нас 4 килограмма, множится на 1,08 плюс 3,92. Если перемножить, 0,04 умножить на 0,9 плюс 3,92. Это метры за секунду в квадрате. Мы получим 20 килограмм на метр на секунду в квадрате. Получили 20 ньютонов. В первом случае Т1 будет равно 20 ньютонов. Давайте посмотрим, чему будет равно Т2. Опять же, Т2 действует против силы трения, которая направлена в противоположную сторону.
2 минус F сила трения 1 равно М1 умножится на А. Известно, сила трения первая тоже известна. Итак, Т2 будет равно М1А прибавить силу трения первого тела равно М1А прибавить μ, что множится на М1 и множится на G. Это сила трения. Выносим М1 за скобки, получаем А плюс μ умножить на G. Эта величина понятна. Будет только 3 килограмма умножится на вот это значение 1,08 плюс 3,92. И это будет равно 15 килограмм на метр на секунду в квадрате. Либо равно 15 ньютонов. Так ускорение в этой системе будет одинаковое, что в эту сторону, что в эту сторону. Это будет 1,0,8 метров за секунду в квадрате. А вот натяжение нити Т1 в первом случае будет равно 20 ньютонов, а во втором случае 2 равно 15 ньютонов. Ну, тут с ускорением, тоже в ускорении, смотрите, тело М2 тяжелее, поэтому, естественно, 20 ньютонов. А ускорение такое же в эту сторону. На М1 легче, поэтому, естественно, и сила натяжения нити будет меньше.